Здравствуйте, друзья! Ко мне попал еще один потолочный светильник из экосистемы умного дома Xiaomi от производителя Ye-Light. Это модель с номером 48. От других люстр производителя, которых в последнее время развелось очень уж много, этот светильник отличает своеобразный внешний вид. Но давайте обо всем по порядку. Параметры светильника. Максимальная мощность 34 Вт. Световой поток до 2000 люмен. Диапазон световых температур стандартный 2700-6500 градусов Кельвина. Интерфейсы Wi-Fi 2.4, Bluetooth 4.2. Размер 56 на 9,5 см. Поставляется люстра в весьма объемистой квадратной коробке с длиной стороны почти 67 см, поэтому обращайте внимание на стоимость доставки. Содержимое защищено по высшему классу. Весь внутренний объем занимают противоударные пенопластовые вставки, делящие коробку на два этажа. Сначала нужно достать круглый вкладыш, который находится внутри плафона люстры. В нем еще находится пакет с аксессуарами. В пакете ставшие уже привычными белые перчатки, немного маловатые, как на среднюю мужскую руку. Комплект крепления и резиновые демпферы. Плафон очень надежно установлен в отверстии, вырезанном в пенопласте. Я даже не представляю, что нужно делать с коробкой, чтобы повредить его. Под ним, во второй пенопластовой вкладке, находится основа люстры с драйверами, светодиодными панелями. А вот и отличительный внешний признак именно этой модели. Основание люстры намного больше плафона и по периметру украшено фигурной перфорацией. Крепление тут прямо на потолок при помощи 3 саморезов, для которых в основании предусмотрены 3 отверстия. Крутейшей быстросъемной панели тут, к сожалению, нет. Люстра с установленным плафоном. Плафон матовый, про наличие версии со звездным никаких упоминаний нет. Дизайнерская фишка – это вырезанные в основе треугольники. Люстра за счет увеличенного диаметра основы получилась весьма немаленькая, в диаметре целых 56 см. Из тех люстр, что есть у меня, ее превосходит по размерам только Philips 620, но он раза в 2 тоньше, и Ye-Light 650 с Ambilight. Внутри находится маркировка с параметрами. Кроме номера модели, тут указана максимальная мощность до 34 Вт и количество диодов 48 по 1 Вт. Очевидно, что в один момент времени все светодиоды не работают на полной мощности. Драйвер для диодов установлен с внушительным запасом по мощности, он способен управлять нагрузками до 55 Вт. 48 диодов разбито на 3 панели по 16 штук, 8 белого и 8 желтого свечения. Для подключения питания предусмотрена безвинтовая прижимная контактная колодка. Подключение к мехам обычное, локация материковый Китай. Подключаем к люстре питания, через некоторое время она обнаруживается приложением. Указываем свою Wi-Fi сеть и ждем завершения подключения. Далее идет 3 завершающих шага: выбор локации, название светильника и обучалка по голосовому управлению для тех, кто владеет китайским разговорным. Плагин совершенно аналогичным другим нецветным светильникам Ye-Light. Управление свайпами: вверх-вниз яркость, вправо-влево цветовая температура. Внизу 3 кнопки: включение-выключение и, по сути, дублирующая его кнопка солнца, хотя может с новыми прошивками заведут еще и режим ночника луна. В меню избранное доступно 6 предустановленных режимов, в том числе восход и закат. Включением и выключением люстры можно управлять из главного окна мехом, не заходя в плагин. В меню настроек все тоже привычно для светильников такого класса. Например, можно установить время таймера отключения. При активации эта опция будет отключать освещение через заданный интервал. Светильник поддерживает Bluetooth, пульт управления и диммер, но их нужно приобретать отдельно. Можно установить освещение по умолчанию, опцию восстановления работы при подаче питания. Например, при управлении с беспроводных выключателей эту опцию лучше отключить. Владельцы браслетов Mi Band могут настроить автовыключение люстры после засыпания хозяина. В сценариях люстра работает как действие, можно включать-выключать, управлять яркостью и цветовой температурой, включать заданными параметрами на заданный интервал времени, либо применяя предустановленный или собственный режим работы из меню избранное. В меню базовых настроек можно изменить имя и локацию, обновить прошивку, посмотреть сетевую информацию. Опцию Bluetooth шлюза еще не завезли, но думаю, что должны добавить в новых прошивках. Используя при входе один и тот же Mi аккаунт, можно одновременно работать и в Mi Home, и в родном приложении Ye-Light. Основные функции тут те же самые: 6 предустановленных режимов, яркость и цветовая температура. Здесь тоже можно переименовать люстру и получить данные по подключению.
Из эксклюзива возможность перевода светильника в один из 5 режимов фиксированной цветовой температуры и режим управления по локальной сети, который нужен для управления сторонними системами. Самый яркий режим у светильника — это умеренного теплого цвета 4000К. В этом режиме работают все 16 светодиодов. В режиме желтого и белого только по 8. Аналогично светильникам из моих прошлых обзоров, я провел замеры освещенности при полной яркости на температурах 2700, 4000 и 6500 К. Сами по себе эти показатели ни о чем не говорят, но у меня уже накопилась определенная база измерений в тех же условиях и режимах с другими светильниками. Это светильник самой первой модели кастрюлька. Четвертая модель GIU450. Пятая модель Елай 480. Напомню, что бывает еще GIU 480, который значительно ярче. И Crystal LED 7 модель. Для наглядности получился такой график. Можно сказать, что в режиме 4000К, как по мне наиболее применимого для использования, герой обзора показал результат почти равный лидеру сравнения GIU 450, 4 модель. А в режимах теплого и холодного света он чуть поярче самой первой модели люстры кастрюльки Smart LED 01. В Home Assistant люстра прописывается по IP-адресу, который должен быть статическим, в отдельном домене для освещения E-Light. Модель я не указывал. После перезагрузки светильник появляется среди других светильников. Так это выглядит на моем тестовом сервере, который я держу специально для экспериментов. В меню светильника нашлась даже пара световых эффектов, правда воочию я не увидел, как они работают. Можно управлять яркостью и цветовой температурой. Светильник может полноценно участвовать в сценариях, в отличие от Mi Home и как триггер, и как условие, и как действие. Тут фантазия ничем не ограничена. Про работу со светильниками в Home Assistant я делал отдельное видео. Главная фишка этого светильника — своеобразный дизайн с перфорацией. Если же говорить о практичности, то при сопоставимой цене я бы советовал брать четвертую модель GIU 450. Она и ярче. Есть варианты с звездным и с матовым плафоном. Она имеет быстросъемное крепление и пульт дистанционного управления в комплекте. В последнее время разновидностей моделей светильников от E-Light стало так много, что я в своей таблице по экосистеме Xiaomi, ссылка в описании под этим видео, решил вывести все освещение на отдельную страницу, где добавил дополнительные столбцы, такие как модели и описание устройства. Надеюсь, что моя классификация поможет вам разобраться в огромном модельном ряде светильников и позволит сделать правильный выбор. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее.